Это канал «Тайны счастья». Это я, мастер Ольга. Хочешь узнать тайны? Оставайся с нами. Добрый день, дорогие друзья! С вами я, мастер Ольга. Вы на канале «Тайны счастья». Давайте сегодня сделаем расклад. Меня вчера попросили его сделать. Сделаем расклад по теме «Помиритесь ли вы?». Если вдруг в ваших отношениях наступила какая-то сложность, что-то такое произошло неясное, будем узнавать, помиритесь ли вы. Взяла две колоды романтической Таро 78 дверей. Сейчас посмотрим, что нам пригодится. Начнем с романтического. Сколько же вариантов? Сколько вариантов? Хочется взять 3. Сделаем 3 варианта на выбор. Помиритесь ли вы? Вариант номер 1. Вариант номер 2. И вариант номер 3. Выбирайте, какая карта вам ближе. Помиритесь ли вы? И будем смотреть подробности происходящего. Итак, те, кто выбрал вариант номер 1. Эти штук подвинем. Итак, помиритесь ли вы? Ух ты! Ну, башня. Видимо, нет. Ссора, похоже, произошла какая-то серьезная. Ну, как бы это не значит, что вы не помиритесь, но что-то прям у вас там очень прям круто развалилось. Давайте посмотрим, что, собственно говоря, произошло. Что же произошло? 3 карты вытащу. Было все прям вот прекрасно, только вы его на измене, что ли, застали. Так, сейчас, подождите, сейчас посмотрим, что у нас тут случилось. Ну, ваш мужчина не так-то, хорош, скажем так. Недостаточно внимания к вам. Возможно, вы его, что-то такое заметили нехорошее и решили уйти в себя. Ваши отношения, в общем-то, не вот прям такие легкие. Ой, давайте посмотрим с дверями. В итоге удастся ли как-то наладить ваши отношения и помириться? Ну, если мужчина поведет себя вменяемо, то да. То есть он должен как-то взять ответственность за происходящее на себя, приложить усилия к тому, чтобы все эти отношения ваши наладить. Да, и будет все хорошо тогда. Прям влюбленные, смотрите, любовники, даже карта выпала. Прекрасные 2 оракула, очень точно все рассказывают. Ну, надо, да, чтобы мужчина взял на себя ответственность, потому что пока он, похоже, ведет себя достаточно безответственно, поэтому ваши отношения временно зашли в тупик. Вот так вот обстоят дела. Давайте это мы сейчас с вами подвинем в сторонку. Посмотрим второй вариант. Помиритесь ли вы? Ну, получается, что вероятно, да. Вероятно, да. Но, как мы видим, видите, это такая интересная очень колода. Здесь очень много разных планов. Если мы посмотрим, то мы увидим, что здесь как-то дела-то идут, в общем, своеобразно. Какой частью, то есть, может быть, речь, в принципе, идет о треугольнике. Какой частью треугольника вы являетесь? Та, которая наблюдает в ужасе, или та, с которой отношения налаживаются? Вот в чем вопрос. Если речь идет о женщинах. Давайте уточним, что же там такое происходит у вас. Что же там такое происходит? Ну, да, это часто тоже про тайные романы. Видите, пока все в масках. Посмотрим. Дальше. Про встречу. Вообще карта хорошая. Но что-то же пошло не так, тем не менее. Но смотрите, что я могу здесь предположить по этим картам. Скорее всего, вы находитесь в треугольнике. Причем вы та часть треугольника, которая не основная. Ну, то есть, скажем прямо, да, то есть вы любовница, скорее всего. Простите, если вдруг, значит, кто-то из жен это открыл, но тем не менее,
складывается по картам впечатление, что это вы та часть романа. А потом мужчина, который, в общем-то, кстати, непонятно на самом деле, кто какая часть, да, то есть треугольник же штука такая, видите, там ведь тоже похожая карта про встречу. А потом мужчина отстранился и, похоже, свалил в другую сторону. И таким образом вы оказались, ну так, в ссоре, скажем так, потому что у вас все как-то разобралось. Давайте посмотрим, что же может помочь. Что же может помочь? Ну, здесь может... Это про какую-то мудрость. Верховный жрец. Что же может помочь? Ну, вот как-то непонятно, да? Получается, что может помочь признать, что эти отношения не двигаются, и как-то загрустить. Если мужчина на самом деле в вас заинтересован, то, скорее всего, он, в общем-то, выйдет навстречу. Ну, подождите, как-то мне этого недостаточно. И чего в итоге? Ну да, это все-таки про этот туз кубков. Это про то, как человек на самом деле должен иметь желание. Это то, что я говорила в как бы лекции про вызовы и про то, кто вернется, кто не вернется. Чтобы что-то делать, человек должен этого на самом деле хотеть. Если человек что-то не делает, скорее всего, он не хочет. Все обстоятельства зачастую являются сильными отговорками. В общем, дорогие мои, ждите, чтобы человек как-то выбрал сторону, наконец, и решил, куда он направляется, к вам или не к вам. Будем надеяться, что этот выбор все-таки приведет его к вам. Ну и третий вариант. Помиритесь ли вы? Интересно. Интересно. Это про какую-то задумчивость, отстраненность. Если эта конкретная карта указывает на конкретного мужчину, то этот мужчина может вообще даже не сообразить, что вы в ссоре просто потому, что ушел в себя и не вернулся. Давайте посмотрим поподробнее, что тут у вас происходит. Что же тут у вас происходит? Так. Так, ну вот смотрите, все-таки, да, получается по картам, что мы видим по всем этим трем картам? Три красотки сверху, мужчина прогуливается и не выбирает заходить в эту дверь, видите, не заходит он в эту дверь. Также здесь очень-очень такая вот дама, а мужчина с ней вежливо разговаривает. И вот опять же, существуют женщины отдельно, мужчины отдельно. Этот мужчина склонен, скорее всего, к таким... Ну, похоже, это не универсальный расклад, видимо, только для женщин. Этот мужчина склонен уходить в себя, к какой-то задумчивости, к такой нерешительности. Это не потому, что он там любит или не любит. Этот мужчина вообще такой. Вот действительно история из серии ушел в себя и не вернулся. Дверью хлопнул, все, вы его потеряли. Ну, тут трудно что-либо сказать про ссору. Он с вами не ссорился. Он просто, в принципе, такой какой-то очень аморфный. И, соответственно, в отношениях с ним быть не так-то легко, потому что он просто легко теряется, и все. Давайте посмотрим, что здесь может помочь. Ну, видимо, магия, во-первых. Ну, это верховная жрица-гадалка здесь, но это про магию указания. Далее, вот эта карта, она про установление разного рода контактов, видите, и про магию, но эта штука про то, как не надо, ну, как бы, и упускать из виду и технологии тоже. Не знаю, пишите ему, толкайте его. Ну, и это про какие-то мечты. Ну, здесь надо, я сейчас вытащу финальную еще карту, чтобы как-то подытожить. Но эта штука про то, как не мечтайте, что он станет Казановой или чем-то таким... Ну, знаете, вот прям мачо и таким внятным. У него такой характер. То есть этот человек всегда будет такой рассеянный, с улицы бассейной.
Если это не то, что вы хотите, самое время это признать, что вам это не подходит. Если вы все равно в этом человеке заинтересованы, вам нужно предпринимать другие усилия. Ну, иначе вы останетесь без помощи в горящем танке. Вот. Такая здесь история по третьему варианту. То есть это не про ссору. Это вообще не про ссору, в принципе. Вот такой небольшой расклад на сегодня, друзья мои. Всем желаю помириться, полюбиться, пусть все будет хорошо, пусть все как-то вернутся в строй на свои места, пусть жизнь будет приятной. Всем удачного дня!